Привет, вы на канале Яхта на колесах, меня зовут Антон, и сегодня у нас необычный обзор на абсолютно уникальный автодом. Уникальный, потому что это коллаборация двух заводов, двух производителей Hummer Group, Leica и LMC, алькованный автодом на шасси Iveco. Трехлитровый мотор на 170 лошадиных сил установлен под капотом. Вообще, как известно, Iveco — это большой грузовик, и очень редко автодома на шасси Iveco бывают в Б-категории, то есть до 3,5 тонн. Но эта модель уникальна тем, что именно уложилась в 3,5 тонны, то есть никакая дополнительная категория для управления им не нужна. Как я уже сказал, Iveco — это более полноценный, мощный грузовик, чем тот же Fiat Professional, и из этого есть вытекающие различные обстоятельства. Я думаю, что мы сделаем отдельное сравнение между Iveco и Fiat, чтобы разобраться во всех нюансах. Сейчас хочу лишь ответить, что, например, здесь у нас установлен фаркоп, и этот автодом имеет возможность за собой еще тащить вес до 2 тонн, а также на задней оси у нас спарка. Переходим внутрь, и вот первый момент в кабине, на обоих креслах, то, что можно заметить вот от грузовика, например, это вот это колесико, с помощью которого можно регулировать жесткость, так сказать, отдельной подвески у сиденья, что позволяет на разной скорости и на разных неровностях, ощущать себя мягко и комфортно на водительском и на пассажирском месте в кабине. В кабине много узнаваемых деталей от Fiat Ducato, например, тот же руль отличается по сути только логотипом, или вот ключ тоже также один в один, а вот, например, замок зажигания уже отличается, то есть он расположен не сбоку, как бы на колонке, а более развернут на водителя. Сама же приборная панель здесь совершенно другая, как вы можете сейчас видеть, и, конечно, коробка автомат, здесь стоит ивековский автомат, полноценный, не робот, не вариатор, не вот эти вот все какие-то истории. В остальном тоже, опять же, вот мы видим, здесь в Fiat у нас часто раскрывается такая история подставка, здесь этого нет, но тем не менее расположились два USB порта и AUX вот в этой зоне, и просто такое место, куда мы можем что-то положить. На данный момент мы видим установлена обыкновенная однодиновая магнитола, но, конечно, здесь есть ячейка, в которую можно поставить что-то побольше, например, двухдиновая с монитором. Климат-контроль управляется с помощью вот таких интересных элементов. Мы с вами встречали нечто подобное в Morello, но там было дополнительное оформление по дизайну, он тоже на шасси Iveco, но штатно это выглядит вот таким образом. Мне очень нравится этот климат-контроль, потому что удобно, видишь здесь циферки, как-то все это интуитивно, понятно и удобно вращается. Ниже есть блокировка дифференциала, кнопки, еще из помощников здесь есть вот системы стабилизации, различные, курсовая устойчивость. Интересно, что есть кнопка также закрытия и открытия центрального замка, которая также распространяется на основную дверь, когда мы входим в дом. Выше есть кнопочка, которой можно закрыть ступеньку, то есть когда мы, допустим, заводим мотор, если у нас открыта ступенька, она нам сигнализирует, мы нажимаем эту кнопку и ступеньку закрываем прямо с водительского места. Также есть здесь индикатор о том, что, допустим, открыт багажник, то есть дверь какая-то открыта, здесь будет гореть лампочка. Чаще мы говорим, что главная спальня — это то, что находится в задней части, а альков — это что-то такое для детей или вроде того. Но в данном случае я бы сказал, что основная спальня — это именно альков. Во-первых, он огромный, широкий и максимально комфортабельный. Об этом говорит все, даже вот эта лесенка, которая деревянная такая, монументальная. Там расположено 4 фонарика направленных.
и в каждом есть USB-порт, то есть всего 4 USB-порта находятся в зоне алькова. Также есть синий ночничок, вот такая подсветка в верхней части. Соответственно, конечно, альков закрывается шторками. Кстати, задняя кровать, мы сейчас до нее дойдем, она не закрывается шторками, в отличие от алькова. И есть, соответственно, верхний люк и в передней части такое вот окно, с которым мы можем видеть в теории даже в дороге спать. Это запрещено правилами дорожного движения, поэтому делать так нельзя, но смотреть в это окно в теории можно. В автодоме 4 ремня безопасности, то есть он рассчитан на 4 пассажиров, 2 в кабине кресла и 2 вот где я расположился в данный момент. Спальных места тоже 4, то есть 2 альков, которые я уже показал, и 2 кровать в задней части. Стол вот такой своеобразной формы, есть вращающийся элемент. И что еще можно сказать? Есть дополнительное 5-е место к столу, то есть может сесть кто-то из гостей. Оно раскладывается из шкафа, такая вот дополнительная сидушечка. И, кстати, очень элегантно она туда прячется. Когда мы смотрели прицепы LMC, там встречались треки от LMC, и я задавался вопросом о том, что может быть установлено еще на трек, какие модули. Мы с вами знаем, что это могут быть направленные светильники, это могут быть USB-зарядки. И вот мы здесь встречаем такую интересную историю. Светильничек, светодиодная лента, которая спрятана вот в такую некую трубочку, и, соответственно, она отворачивается или поворачивается к столу, и тоже она установлена на трек. Главное, что хочется отметить про сам автодом, что это такой автодом для высоких, потому что у него по поверхности все достаточно компактно, но вот вверх это начинается со ступенек, без которых практически невозможно зайти в жилое пространство, потому что все очень высокое. И заканчивая вот, например, этим окном, которое почти квадратное, ну нет, оно все-таки прямоугольное. Мы привыкли просто, что, как правило, оно горизонтально расположено, а здесь это такой прямоугольник вертикальный. И это, кстати, создает интересное такое ощущение, то есть я сижу у него, и у меня такое вот какая-то атмосфера, как в поезде, что-то такое. То есть оно вот вертикально добавляет какого-то больше света и пространства. Я думаю, что именно высокие люди в этом автодоме себя будут чувствовать максимально комфортно. Ну и, конечно же, окно оборудовано как блэкаут-шторками, так и москитной сеткой. По кухне в целом ничего необычного. Стандартный такой модуль Dometic вместе с мойкой и плита. Плита на 3 огня с электроподжигом. Мойка такая небольшая, компактная, кран установлен на столешницу, рабочая поверхность увеличена чуть в зону спальни с помощью вот такого откидного сегмента, который можно убрать, чтобы он не мешал в спальне. Из интересного, что могу отметить, то что, разумеется, есть розетка 220 вольт и 2 USB порта на 5 вольт, соответственно, на 1 и на 2 и 1 ампера. Можно заряжать из спальни, соответственно, здесь какие-то устройства, а можно чем-то воспользоваться на кухне. Сейчас много устройств, которые питаются от USB. Также интересный вот этот выключатель, который нам полюбился в целом в прицепах LMC, и, видимо, сюда он тоже попал от LMC. Это вот такая одна кнопка, разделенная на 4 сектора, с помощью которого нажатия мы можем выключать, переключать свет во всем автодоме. Чем он хорош? Тем, что это, по сути, переключатель. И второй такой, находящийся у двери, допустим, мы можем там включить, здесь выключить. То есть он не фиксируется в каком-либо положении. Холодильник в целом стандартный такой компактный Dometic, 220, 12 вольт и, разумеется, газ. Но интересно, что вот фасад сделана вставка в цвет остальных всех фасадов. И такую тему мы с вами как раз-таки встречали в LMC. Это то, что мне очень понравилось. И, видимо, это тоже сюда пришло от LMC, это решение. И мне это очень нравится. Ящики все на кухне 3 одинаковые, не глубокие, но при этом имеют достаточно большой объем по именно вот высоте того, что можно сюда положить. Но сам поддон вот такой неглубокий. У всех ящиков есть доводчики, то есть они плавно закрываются. Фиксировать, соответственно, надо нажатием на ручку. Однако наверху ящики интересны тем, что кроме вот этих дверок, которые мы поднимаем вверх, есть еще вот эти откидные части узкие. И так, в принципе, везде по кругу. Это либо открытые полочки, либо закрытые вот такими небольшими сегментами. Все это закрывается очень мягко, плавно, удобно и очень классные, удобные ручки. То есть мы абсолютно вот нажимаем на педальку, не делая никаких лишних движений. Туалет и душ весьма компактные, здесь есть небольшие неглубокие шкафчики, все фиксируется. Самая интересная тема — это туалет, то есть раковина расположилась как бы над самим непосредственно нашим туалетом. И чтобы на него сесть, мы нажимаем на кнопочку, сдвигаем раковину в зону душевой, и тогда уже можем расположиться на туалете. Туалет Dometic с электросмывом, тут в остальном все стандартно. Ну и, конечно же, именно это пространство у нас трансформируется в душевую кабину. Вот таким образом
мы закрываем и вторую дверку соединяем с этой. И вот такая вот у нас компактная душевая кабина получается. Если все пристегнуть, оно, конечно, само не болтается, не закрывается, как сейчас. Просто вам не будет видно, если я закрою. Плавно переходим в спальню. Гардероб расположен вот так над спальным местом, то есть он небольшой по высоте, но при этом достаточно широкий и просторный в сторону. И еще даже есть вот такие углубления, типа полочек вообще в угол. Соответственно, закрывается это все вот такими светлыми фасадами. И я здесь стою в спальне, потому что кровать до конца не разложена. То есть мы можем стоять вот здесь на полу и получить доступ ко всем шкафчикам, к гардеробу, когда вот эта часть разложена, или нам, если не нужно второе спальное место, но если оно нам понадобится, то вот таким образом выдвигается такая часть с ламелями, и сюда же мы кладем матрас. Положить матрас и, соответственно, получить полноценную двуспальную кровать во всю заднюю часть автодома. Что у нас здесь есть в спальне? Точно так же расположен трек с двумя такими же светильниками, как в передней части, вытянутыми. И, соответственно, шкафчики по кругу с открытыми вот этими полочками. Здесь в углу вижу розетку 220 вольт и вот такой еще светильник с сенсорным включением, просто до него дотрагиваемся. Ну и, как сказал, уже в кухне расположены USB розетки. Все, в принципе, по шкафчикам и по основной спальне здесь больше ничего нет. Но, как я сказал, на мой взгляд, здесь основная спальня — это та, которая расположена в алькове. При входе, конечно, есть еще один шкаф. В нем, кстати, интересные такие крючочки, которые вращаются в разные стороны. Я думаю, это интересная система для того, чтобы вешать куртки. Но, естественно, это надо уже проверять, наверное, в быту, так сказать. Ну и дальше над дверью у нас расположен пульт управления всеми системами жизнеобеспечения дома. Он тоже интересный, такой я еще лично нигде не встречал. Здесь у нас, соответственно, мы можем также посмотреть, включить, отключить насос, включить освещение, общее и так далее. Ну или, допустим, вот выключить общий пульт, и у нас погаснет весь свет, и все, собственно говоря, погаснет. Ну и, конечно, здесь же у нас расположено управление печкой Трума. Багажник у нас здесь достаточно компактный, но хочу опять же отметить вот эта интересная система, классные ручки от Лайки, на которых показано, в какую сторону надо запереть и отпереть замок, и плюс можно вот таким образом одной рукой отщелкнуть их и уже потом открыть дверь. То есть не нужно держать обе ручки, чтобы открыть. Замки классные. Что у нас интересного есть в багажнике? Несмотря на то, что он компактный, здесь расположилась такая вот гриль-кухня для уличного использования. Она выдвигается и с помощью вот этого шланга подключается к вот этому выпуску. Я часто говорил, что вот это, допустим, выпуски такие бывают для подключения уличного гриля. Это вот может быть такой гриль, который совсем ставится на улице, а может быть, например, вот такая выдвижная кухня. Разумеется, багажник теплый, отапливается, но хочу отметить еще один интересный момент. Здесь есть кнопка, нажав на которую мы можем слить бак серой воды. И это действительно удобно, что не надо там иногда, особенно вот зимой, лезть куда-то вниз, крутить какие-то грязные краники, а это все удобно сделано. Вот в багажнике кнопочку нажали, и вода слилась. С обратной стороны у багажника тоже, естественно, есть дверь, багажник сквозной. Больше, в принципе, добавить по багажнику нечего, кроме того, что здесь лежат вот такие интересные колпаки, которые можно поставить на колеса сзади, которые сейчас не стоят. И это вот такая фирменная ивековская история. По-моему, выглядит достаточно брутально. Далее у нас выхлопное отверстие печи Трума и, соответственно, кассета биотуалета. Напоминаю, кассета у нас Dometic, не Тедфорд, как мы чаще видим, но принципиальных отличий она не имеет. То есть, по сути, это та же самая кассета биотуалета. Далее у нас подключение к сети кемпинга 220 вольт и заливная горловина, бак на 120 литров чистой воды. Ну а далее, конечно же, расположились два баллона с газом на 11 килограмм. Соответственно, переключаем их, и вот у нас два баллона в запасе имеется. Чтобы залить топливо, нужно открыть водительскую дверь, и тогда уже можно открыть вот эту дверку. Топливный бак на 70 литров. Но что интересно и необычно, AdBlue заливается с противоположной стороны аналогичным образом. Также открываем дверь, и уже здесь у нас расположена заливная горловина AdBlue. Почему так сделано с одной стороны и с другой, не знаю, но тем не менее вот такое решение присутствует. Коллаборацию Leica и LMC мы сегодня с вами посмотрели на шасси Iveco Daily. Вот такая высокая машина, то есть большой клиренс, своеобразная планировка, то есть вытянута вверх, при этом компактная по площади. Какие-то решения интересные, некоторые достаточно экстравагантные. Пишите в комментариях, понравился вам такой автодом или нет. Может быть, что бы вы улучшили на месте производителя этого автодома. Будем с вами общаться в комментариях. Также пишите, какие форматы вам было бы интересно видеть на нашем канале. И не забывайте подписываться на канал. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.